был дядя, сам виноват. Все, отъезжаем. Луна уже упакована в машину. Мы так ждали, и вот оно старт. Чемоданы, ключи, навигатор, азарт. Собака в багажнике машет хвостом. Вся Европа зовет нас вперед и кругом. 3 недели свободы и света, 3 недели дороги планета. Из холодной Финляндии в лето до самой Италии, до моря и света. Ты на нее смотрел? Истерика у собаки. Так она башкой подпирает потолок. Ну, она не перелезет там к нам, нет? Сетки нет. Ах ты, жопка. А ну-ка, успокойся там. Некогда, скажи мне, писать. Вышли собаку погулять перед тем, как грузиться на корабль. А там вон эти гуси, вон их целая толпа там. У собаки крышу сорвало. Ой, а там сколько гусей, вон они. Они на дорогу все побежали от нас. Туда лучше не ходить, а гуси в город побежали от нас. Лучше их не догонять. Потому что... Да, здесь вообще ходить в сандаликах по не очень. Такие все в воду сразу смотрят. Мы сверху вон туда пойдем. Вот это чудо, да? Сколько их много. Да, там птички такие. Что, палка мне не интересна? Да? Нет, все-таки палка интереснее, слушай. Не охотничья собака. Продам охотничью собаку. Нас не пускают еще на корабль. Ну нет, пускают. Он явно его обогнать хотел. Наш кораблик. С нотками. Да, у него ноты. Ноток не видно. Там уже люди наверху гуляют. Я снимаю тебя. Что ты несешь? Шутка такая. Шутка, юмор такой, да. Немножко черный, ну и что? Так, тихо. Мы на корабль заезжаем. Она. Тихо ты. Капец какой-то. Невозможно Отпуск снимать. накрывает. Юру накрыл отпуск, он с ума сходит. Невозможно разговаривать. Дурашка, бабашка. Ну вот мы и приехали на корабль. В масках. Оп! Скомандовал. Что это было за квак-квак? Его луна облаяла. Все, идем на палубу. Нам дали каюту с собакой. Вначале сказали, что нет кают. Это обычная каюта, без собак. Ну, теперь все-таки выдали нам. Иди сюда, обниму тебя. Иди ко мне. Иди сюда. Нет, скажи, я маму-то сторожу, что мама не убежала. Вот глупость маленькая. Все, ложись, ложись на Меня пришпандорила дверя. Режим безбашенный. Безбашенная. Башку напекло, да? Тебе солнце напекло, что ли? Или ты такая радостная, что ты в отпуск наконец-то поехала? Ты, господи. Собака рада больше всех. Да, вот тут чесать надо, да? Подставила мне свою задницу, тут чеши, да? Ну что, будем грустно сидеть в каюте? Нет, ты можешь ходить погулять. А я грустно могу поспать. Куда залезла? Между матрасом и кровать. Ты туда спрятаться хочешь? Тулликойра. Проверка. Таможенная проверка. Что у вас под матрасами? Ищи, да? ищи. Что искать? Ищи. Ищи деньги.
Бриллиант. Я пошла туда, деньги сказать. Сейчас со всего корабля пойдет, соберет все, что есть. Юра лег спать, ему как можно больше нужно выспаться, потому что он будет всю ночь за рулем. Дело в том, что мы дождались нашего отпуска, и у нас в планах на машине из Финляндии доехать до самой Италии аж в этом году. Вот. И почему мы не самолетом? Потому что, сами видите, у нас собака, и на 3 недели ее кому-то оставить нам не очень хочется. Это уже не первая наша поездка, мы уже так путешествовали примерно 6 раз, по-моему, если я не сбилась со счета. Вот, поэтому немножко сложно, но зато машина дает, кстати, очень большие преимущества, можно кататься где угодно. Вот, поэтому пока идет паром до Таллина, он примерно 2,5 часа идет, 3, ну где-то так, я точно сейчас уже не помню. Юра отсыпается. Я буду отсыпаться, когда он будет за рулем, для того, чтобы сменить его утром на немножко. Я где-то буду, наверное, по Литве ехать, я так предполагаю. Там, где попроще, и, может быть, по Польше, где-то до Варшавы. Там более-менее адекватная дорога, и я, скорее всего, там его сменю для того, чтобы он отдохнул, и потом он опять сядет. То есть мы планируем доехать до Катовицы без ночевок. Вот таким образом. Выплыли мы в ночь на последнем пароме. То есть это самый поздний паром, который только идет из Хельсинки в Таллин. В полночь мы приплываем в Таллин и катим нон-стоп до Катовицы. Это больше 1000 километров, по-моему, там 1200, что ли, или 1300 получится у нас. Вот такой у нас план. Ну, мы уже не первый раз катаемся, собака у нас привыкшая, поэтому, в принципе, я не переживаю. Единственное, так далеко мы не катались. До Италии прямо аж нет. У нас еще в планах, между прочим, покататься хорошенечко по Италии. В этот раз мы хотим посмотреть север Италии, побыть и в горах, и в Венеции, и на пляж заехать. То есть там планов целая куча. Но все по порядку буду показывать вам. Не все сразу. Ну, а сейчас посмотрите, пока Юра спала, я вышла на палубу полюбоваться красивейшим закатом. Честно говоря, я терпеть не могу на этом пароме плавать, потому что, ну что, финны едут побухать. Вот честно говорю, как есть. Финны ездят в Эстонию для того, чтобы побухать, отдохнуть, повеселиться. И они уже начинают это прямо вот, как только погрузились на корабль. Курят и пьют, и еще на корабле едет очень много работников из Эстонии, то есть граждане Эстонии работают в Финляндии, возвращаются домой, едут уставшие, прямо в коридорах где-то спят, они не берут каюту, потому что это дорого, ну это дороже, чем простой билет, да. И вот я вышла на палубу, там вот видно за стеночкой народ курит и пьет. Вот, но, слава богу, на этом корабле было немного людей, никто не толкался, и как бы это последний рейс, на котором уже мало кто плывет. В общем-то, даже хорошо. Видите, как пусто? Смотрите, никого нет. Красота просто. Я эти паромы терпеть не могу, потому что особенно, когда возвращаешься из Таллина в Хельсинки, люди, это просто какой-то кошмар. На тележках, сумками тащит народ алкоголь в Финляндию. Ну, прям вот как будто это такой дефицит, за которым вот стоит ездить. И ящиками. Люди ящиками тащат вот этот алкоголь и сигареты. Ну, ужас какой-то. Для меня это ужас, потому что я не пью, не курю. Вот. И я, когда смотрю на это, я просто офигеваю. Из-за такого количества людей, знаете, между ними даже не пройти. Вот когда люди выходят из парома, их невозможно обойти, потому что они на этих кравчучках тащат эту алкашку. Это просто ужас. Из-за этого я эти паромы называю спиртовозы. Вот для меня это спиртовозы. Вот реально. Терпеть не могу я на них плавать. Сколько раз плавала, столько раз у меня просто вызывают чувство отвращения. Единственное место вот на палубу выйти посмотреть на закат. И иногда нахожу какое-нибудь спокойное место внутри для того, чтобы просто спокойненько посидеть. Но самый лучший вариант – это каюта. Но сейчас мы вынуждены были взять каюту, потому что у нас собака.
И они иногда просто, ну, заставляют взять каюту. То есть там есть корабли, на которых можно по палубе ходить с собакой, но с ней немножко проблематично. Вот у меня очки сдуло ветром, ветер был сильный. Вот. А есть такие паромы, где они, даже вот если у них заканчиваются специальные каюты, куда можно с собакой, они даже обычную дают каюту, лишь бы мы с собакой закрылись в каюте. Понимаете? Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Сейчас пройду по кораблю, покажу вам, как выглядит внутри. Ну, в принципе, ничего особенного. Люди сидят и ждут, когда доплывут. Понимаете? Это не круизный лайнер, не развлекательный, хотя там есть небольшие развлекушки. Ну, вот народ просто пытается скоротать как-то это время. Кто-то очень уставший где-нибудь лежит, прямо на полу иногда, в коридорах эти мягкие ковры. Они на них лежат. Кто-то в кресле где-нибудь. Все сидячие места, как правило, заняты. Кафешки все вот эти вот. Ну, люди просто пристраиваются, чтобы сидя доехать. Вот. Кому надоедает сидеть, вот так вот прогуливаются, как я. Туда-сюда. Как правило, вот эти магазинчики все на последнем вот этом пароме, он такой поздний, они уже закрыты. То есть по ним тоже уже не пошататься. Магазины закрыты. Вот. И работают только вот некоторые барчики и кафешки, и то не все. То есть поесть так вот прямо по-нормальному, в общем-то, уже на этом позднем корабле негде. Хотя есть рестораны, все, но в этот поздний рейс уже и не найдешь, что поесть. Вот. Но в остальном, в принципе, как бы, да, удобно, быстро, раз, и уже ты в Таллине. И удобно то, что на машине. Вот. И удобно то, что и с собакой можно. Вот. Иногда мы собаку оставляли в машине, там вот, где машины остаются. Но иногда там бывает слишком жарковато. И на некоторых кораблях запрещают оставлять там собаку, а на некоторых разрешают, но под свою ответственность, как бы, но сейчас было там жарковато, там душно. Мы не стали рисковать, и нам сказали: берите каюту, и все. Выезжаем с кораблика. Чуточку поспали в каюте. Что вы так дерганы? Как... Вот теперь мы в Эстонии. Что тут интересно? Чё? Tere tulemast Tallinnasse. Ага. Юра заговорил сразу на местном. Наш кораблик, на котором мы плыли. С этой стороны видно будет наш кораблик. Да, на вот этом мы приплыли. Синеньком. А рядом Викинг. Это, наверное, скоро отправляется, да? Нет. Нет? Он ночь стоит здесь. А, он ночь. Это развлекательный? Прибыл, он стоит. Ночь здесь. И он в 7 утра пойдет обратно. Ага. На велосипедах народ ездит, обалдеть. Вот романтика. Да. Это они с корабля на велосипедах, да? А им велосипед тоже нужно оставлять там же, где машины? Ага, прикольно. Ну да, потому что по этажам там лазить с велосипедами так себе. Я даже никогда не задумывалась, что на велосипеде можно. Сейчас только увидела людей и задумалась. У меня как-то в голове было, что либо ножками, как обычный пассажир,
либо на машине. А оказывается, еще на велосипедах путешествуют. Ну, если в Таллине где-то живет, недалеко, крутить педали, почему бы и нет, да? Ночной Таллин. Злачные углы какие-то. Злачные углы. Говорю, я места узнаю только это, где мы собаку выгуливали. Вот я сразу узнала это место. Сейчас опять будем здесь собачку выгуливать. Таллинский горхол. Что такое горхол? Такое был этот самый, как место, где проводились концерты, еще чего-нибудь огромное, такое ледовая арена была. Была? Больше не работает? Да, ну уже нет. А, мы здесь были зимой, здесь сугробы были большие, Луна по ним прыгала. Да. Вот под тем деревом она скакала, как бешеная. Ну идите, я посижу. Окей. А может и выйду, нет, мне еще долго сидеть. Можно глушить, нет? Да. Да, глуши. Заправки, мосты, города за спиной. Мы гоним на юг по теплой луной. Кофе на площади, смех у витрин. Каждый рассвет, как первый один. Вышли прогуляться. Готовиться в самом центре. А у нас апартаменты вот в этом вот огромном. Смотрите, он бесконечный. Он просто бесконечный, вот этот дом. А что вот это такое? Мы проезжали, круглая какая-то штука такая. На ней написано, кстати, Финлянд, Латвия. Кипр, Финлянд, Поланд, Латвия. Что это такое? Евробаскет. Что это означает? Соревнования по баскетболу европейского. А, Так, это типа реклама такая? Совсем другая обстановка, чем в Финляндии. Все какое-то такое огромное. аллея. Чего? Аллея звезд Ситковки. Не знаю, какой-то... Не совсем я поняла. Аллея каких? Ну, я так понимаю, вот это вот, где написано было, это реклама. Такая огромная. Я вообще понять не могла, что это. А это летающая тарелка, которая заблудилась, здесь приземлилась. И в Катовице не нашлось на нее запчастей, поэтому она здесь застряла. Теперь вы знаете все о Катовице. Да? У нас собака немножко не в себе. Ломится куда-то. Куда тебя понесло? Вот сейчас покажу дом, в котором мы живем сегодня. Вот такая вот китайская стена. Шанхай. Ужас. Я не знаю, сколько там квартир, Юр, как ты думаешь? 500. Мне кажется, больше. Просто нереальное какое-то количество гнездышек. 16 этажей. Ты этажи посчитал? О, боже. Ужас. Да. На свой страх и риск оставили машину на бесплатной стоянке вот этой. Тут половина машин каких-то разобранных, с побитыми стеклами, с дутыми шинами. Ну, в общем, не знаю, что от нашей машины останется завтра утром. Лапки. О! Готовится 17-й год. Карл Клош. Это кто? Короче, это какая-то улица звезд каких-то. Может быть, это Магдалена Слива, да? Может быть, это спортсмены? Потому что здесь и спортивный этот. И, наверное, да, вот они, эти лапки идут. Это, наверное, спортсменов. А я сейчас... Короче, выяснили мы у чата GPT. Это отпечатки спортивных волейболистов. Ну, это, по крайней мере, волейболист. Вот.
Яков Ярош, это волейболист. Остальных я не проверяла, но я так понимаю, это вот аллея спортивных героев. Вот, если кто в курсе, там они такие знаменитости, которые что-то где-то побеждали. Вот, очень интересная такая аллея с их отпечаточками. Прикольно. Ну, машины ставят, уезжают. Слушай, ну, значит, наверное, все-таки можно здесь пользоваться этой стоянкой. Не знаю. Пользоваться-то можно бесплатно, в смысле того, что машины вроде целые остаются. Мошки кусают тебя? Меня никто не кусает еще. Огромная такая улица, огромные такие здания. Так, от Хельсинки так резко все отличается. Все такое каких-то масштабов. Да, ну и немножко, да, постсоветский налет есть такой. Не очень современный город. Вот остановилась снять здание. Смотрите, какое страшное такое. Ну, наверное, оно все с советских времен, я так подозреваю. Ужасно такое. И не ремонтированное. Офисы, наверное, в нем, да? До самого верха. И только в одном там окошечке свет горит. Страх такой, ужас. Страх божий. Ну там чуть-чуть посовременнее дальше улицы. Дойдем, у нас силы есть туда дойти, посмотреть. Надо пройтись. Там чуть-чуть. Анна. Тихо. Шуточки свои. Боже, какое страшное здание. Смотри, какие у него опоры такие внизу. Такие грубые. Фу. Как рельсы. Шпал. Ой, ужас. А вот с другой стороны улицы вроде так покрасивее архитектура. Смотрите, вот такая она. Сейчас проедет вот этот вот автобус номер 805. Вот, смотрите, с этой стороны архитектура уже такая более красивая. С одной стороны какая-то савдеповская ободранная, с другой стороны более такая красивая. Досоветская, наверное. Так, меня зовут побыстрее шевелить локтями через переход. А мы все равно не успеем. Все. Ты в Дубае? Это все еще готовится, как ни странно. Тут есть пальмы. А что у них там за праздник на улице? Смотри, сколько там народу. Вон там дальше просто какая-то толпища огромная. Там концерт какой-то идет, что ли? Слушай, там танцуют, там танцульки. Пошли танцевать? Вот это и невозможно. Смотрите, как красиво. Я ругалась, что город какой-то советский. Тут вон пальмы. Прям как в Дубае. У нас Луна сейчас вообще просто у нее крышу сносит. Не слушается совершенно. Вон красиво как. О, какое здание. Да. Давай вот так пройдемся туда дальше. О, какие пальмочки. Пойдем с этой стороны. Туда. Фонтанчиком сходим. Тут там много людей с той стороны. О, здесь тоже любят погонять. Без глушака. На взлет пошел, похож. Ай, как... Давай посидим около водички. Может, она чуть-чуть успокоится. А? Тут такие сиденья, на которых можно посидеть. Луна себя отвратительно ведет. Ой! Все отдыхают.
там лимузин поехал. Длинный, как трамвай. Смотри какой. Дискотека поехала. Смотрите, как красиво. Ну, что так даже прикольно. Мне пришлось здесь выключить полностью звук, который был записан, потому что мы приблизились к тому месту, где была музыка, и оказалось, что это была дискотека 80-х. Слушайте, так было классно, такая атмосфера клевая. Вот чего не ожидала, так это в Катовице попасть на дискотеку 80-х, случайно заехав туда на ночевку. Реально. Во-первых, было тепло, было классно. Смотрите, как прямо семьями народ пришел отдыхать. Это был субботний вечер в центре города. И танцевали все. Вот эта вот девчуля вообще по даббу классно так скакала. Ну, просто вообще атмосфера была клевая. Танцевали все. Причем не только там вокруг этой сцены, а вообще вот по всей этой площадке и дальше, на всех закоулочках, везде, где слышно было эту музыку, она громко играла. Везде народ скакал, как умел. И что мне понравилось, такая, ну, раскрепощенная очень обстановка. Вот прямо всеми семьями, все вот как умеют, так и танцуют. Классно было, мне понравилось. Я, знаете что, я поняла, что мне очень нравится снимать людей. Ну, посмотрите, какая прелестная зеленая попка. Ну, просто прелесть. Они такие оба экстравагантные. Посмотрите, какие у него брючки. Какая прическа, какая у нее жилеточка какая с розовыми такими рукавчиками. Ну, прелесть, правда? Я поняла, что мне очень нравится снимать людей. Это было особое такое удовольствие. Танцевали, блин, там и Бонни Эм был, и Амба, все было. Вообще обалденная просто дискотека была. Народ отрывался. Вот. Но не могу поставить музыку, потому что у меня за авторские права просто. Я такие кусочки нарезала, самые прикольные. Прикольно было наблюдать за людьми, да. Кто-то танцевал, вот прям вообще, вот эти парочки, кстати, они отрабатывали какие-то свои танцы, по всей видимости. И не совсем под эту музыку. По всей видимости, знаете, они тренировали свое, им просто хоть какой-то ритм нужен был. И они вот под этот ритм там немножечко попадали, да, то есть, а на самом деле я вижу, что они тренируют что-то свое. Просто что, на улице удобно, места много, и они там на своей волне. Вот. Ну, прикольно, классно. У нас было совсем немножко времени. Мы уставшие были, много проехали, то есть мы заехали в Катовицу только переночевать и дальше гнать. Да, но вот так как мы прям в центре остановились, у нас была возможность полчасика погулять. Все равно же Луну надо было вывести, выгулять собачку. Вот, ну и мы вышли. А вот как, фристайл, смотрите. Каморка номер 13. Страшная каморка. Так, мы пошли в наши апартаменты. До свидания, китайская стена в Катовице. Что-то как-то мы подустали от нее. Почему подустали? Нормально. Нормально. Поспали. Не шумно было, соседи шумные. Да, кстати... Относительно чисто все, хорошо. Чисто было и тихо было. Окна во двор, тишина. Единственное, что парковка, конечно, но она бесплатная. Да. Платные какие-то такие, знаешь, как будто бы там уже забрались. Обустроенные настолько, что там можно жить, остаться, да? Хоть это в дневном свете посмотреть на центр. Там амбуланс кто-то вчера наюхлился так, что... Ну, кому-то с утра, кому-то херовато. День начался с японского стиля, да? Ну, это мы, считай, в самом центре. Вот наш дом сбоку. В самом центре... Те же грабли вид сбоку. Те же грабли. А вот этот супер сам, в котором тоже есть платная парковка. Если
рассказываю, где мы находимся. Сейчас мы находимся в Катовице. Выехали мы из Хельсинки на пароме поздно вечером в пятницу. И прибыли в Таллин. В 12 мы прибыли, да? Полночь. В полночь. В полночь мы были в Таллине. Ехали мы нон-стоп практически. Ну, только останавливались кушать в туалет. Ехали мы и проехали 1350 километров. Сейчас сидели, считали, сколько мы проехали. То есть мы без ночевки ехали. Периодически менялись. То есть как у нас получилось? С 12 ночи до 6 утра Юра за рулем был всю ночь. Я дремала, спала. Вот. Потом в 6 утра я села за руль. Там немножечко по Литве проехалась. Там легко ехать. Вот, что там, скорость 70 километров по чистому полю. И везде камеры. Особо не разгонишься нигде. Вот. И таким образом мы докатились до Катовицы. Как вы до этого докатились? Мы докатились до Катовицы, до Польши. А, нет, я же еще раз садилась за руль в Польше до Варшавы, да? Как мы там, где я там высаживалась? Я доехала до Каунаса почти, да? Перед Каунасом я тоже поменялась с Юрой. Юра сел, потому что там началось на дороге непонятно чего. В Каунасе сел Юра. И после Каунаса, через какой-то там промежуток времени, опять я сидела за рулем до... 100 километров до Варшавы. Да, до Варшавы приблизительно я. 100 километров до Варшавы. Количество идиотов на дороге начало увеличиваться, и погодные условия были так себе, тоже опять проливной дождь, ничего не видно, народ психованный, вот, они не понимают, что происходит, все какие-то, ну, в принципе, под Варшавой всегда там трешняк, и в самой Варшаве было 3 аварии, которые мы проезжали, постояли в пробке, я не удивлена. Потому что там всегда такой ужас. Это типа объездная дорога, она нифига не объездная, на ней постоянно что-то происходит. Вот, нам пришлось постоять в пробке, там машина сгорела какая-то полностью, прямо вот вся. Вот, что там произошло, неизвестно, не выясняли. И дальше уже тоже до Катовицы Юра был за рулем, но вот он успел поспать там с утра, когда я была за рулем, и днем, когда я была за рулем, до Варшавы. Отдохнул немножко. Вот, и потом мы уже приехали в Катовице, апартаменты. Ну, скажем так, смотреть в этом городе особо нечего, поэтому я там вот поснимала немножко, только то, что мы вечером чуток погуляли, там эта дискотека была. Остановились мы в самом центре города, я немножечко пожалела, потому что вот когда мы останавливаемся, если я беру какие-то апартаменты, такие типа частный дом со своим двором, куда можно машину подогнать, нам так удобнее с собакой, с вещами, как бы, да. А в этот раз я что-то, ну, мне лень было долго сидеть выбирать, я взяла квартиру, там мало, кстати, было в Катовице выбора частных домов. Вот апартаменты в многоэтажках как-то там чаще попадались. Ну, я долго не мучилась, там, за 15 минут выбрала какую-то квартирку. Вот, но тихо было. Спать было тихо, кровати так себе, но нам, в принципе, было все равно, мы такие были уставшие, что мы быстренько в душ покушали и легли спать, потому что устали. Вот, но чуточку все-таки прошлись мы по городу, там эти фонтанчики, вот эту дискотеку посмотрели и вернулись домой, потому что, ну, сил уже особо нет, и смотреть там особо нечего. Вот, в центре города, несмотря на то, что это центр, мусор, грязь, воняет мочой. Все это с утра начало испаряться. Мы сейчас вышли, пока грузились в машину, я уже просто завяла. Вот, да, так себе город. То есть, если, например, я люблю останавливаться в Польше, в Белосток, Августов, вот эти города, в них неоднократно останавливались, они чистенькие, аккуратненькие, в них приятно. И как-то даже приятно пройтись. То вот Катовице мне... Ну, у нас и в планах не было тут особо оставаться, что-то смотреть. У нас в планах проехать всю вот
Эстонию, Литва, Латвия, Польша, Чехия и Словакия, мы просто проезжаем мимо, вот остались на ночевку только для того, чтобы переночевать, отдохнуть. То есть это еще не считается отпуском как таковым, да? Хорошо ехали, в планах было проехать раз. Ну да, Юра Рассматривал вариант. рассматривал вариант, Юра, что может быть нон-стоп до Венгрии ехать, вообще не останавливаться, если меняться вот так. Но я не везде согласна ездить, поэтому не очень согласна на этот план. Ну и даже пассажирам ехать тяжело, потому что устаешь, ну просто устаешь. В машине не лечь толком как бы нормально, и от шума машины устаешь, хотя тут звукоизоляция более-менее хорошая в этой машине, но все равно устаешь. Я не согласна была ехать на Венгрию прямо нон-стопом. Я сказала, нет, в Польше мы заночуем. И сегодня нам осталось до нашей точки отдыха 577 километров сейчас у нас стоит. То есть у нас, ну, очень мало уже осталось. Вот. А дальше уже будет интересно. Дальше уже будет что поснимать, что посмотреть, да. То есть тут я особо нечего показать, потому что, ну, так себе места. Проехать и забыть. Вот. Собака, конечно, ночью немножко буркала, гавкала. Кто-то в подъезде ночью, видимо, с гулянок возвращался. Собаке это не понравилось. А там дверь такая железная, да, она какая-то прям. В принципе, было тихо, но вот если кто-то в подъезде проходил, там пару раз его за ночь кто-то буянил, собака пару раз там гавкнула, чтобы все заткнулись. Ей мешали спать. Вот, еще она очень вчера устала, конечно. Вот, и спала прямо. И сейчас она уже грузили ее в машину, она прямо рада была в свою будку скорее запрыгнуть и спать. Вот, так что продолжаем наше путешествие. Я считаю, что наш отпуск начнется официально уже с прибытием в Венгрию. Там уже красиво, там хорошо, там классно. А вот эти вот все страны с севера на юг, которые едем, ну, как бы в планах просто их проехать. Там и дорога, особо нечего показывать, и мы просто едем. Вот. Больше тут ничего. Дальше уже будет красивая даже дорога сама. Вот. А тут... Ну да, если останавливаться где-то там по Прибалтике, конечно, там есть что посмотреть, но у нас в планы не входит, у нас в этой поездке в планы входят более южные страны для рассмотрения и для отдыха, поэтому мы просто тупо проезжаем, а сама дорога не представляет никакой красоты, в принципе, она достаточно скучная. Вот, так что едем дальше. Собаку из ложечки кормим, вкусняшками ее. У нас пикник. Вкусно? Дай 5. Сидит, ждет. Потом еще последнюю ложечку и все. За маму, за папу. И водичку так и не понял. Привязали к дереву. Кофе попить. Куда ты побрела? А тут поле, кстати, свекольное. Пойдем посмотрим на поле свекольное. Здесь такое красивое место. Здесь есть, кстати, чешская кухня и гриль. В Венгрии есть на дороге, стоят вот таких вот несколько магазинчиков, конечно же, рассчитаны они на туристов, потому что цены здесь, ну, скажем так, на порядок выше, чем в других местах. Но фрукты и овощи здесь очень хорошего качества. Я здесь покупала шикарные персики, шикарные какие-то сливы, и что тут, колбаску еще покупала. Вот. Всякие соленья тут продают, но и очень много глиняных изделий красивых, просто обалденных, для сада, для балкона, для цветочков.
И всякие вот такие вот котелки, да, для костра. Вот такие бочечки. Потом очень много плетеного всего. Ну, очень красиво. Такой шар классный. Просто декоративный шар. Ботинок. Ботинок классный. А мне нравятся вот эти большие кувшины. Они как для клумбы. Такие, только цену не видно. Цену не видно. Ну, классные всякие декорации для двора. Сейчас смотрю цену. 49 700. Разделите на 400, это будет в евро. Ну, какие. Декоративные такие, небольшие. 48 700. Ну, грубо говоря, 50 тысяч форинтов. Красивые, обалденные. На видео видно, так трясет, потому что дороги. По жаре, ни тенька, Вот, только что ничего. говорили, через 100 метров неровности на дороге. Если до сих пор была ровная дорога, мне немножко напрягает, что через 100 Ага, метров. то есть теперь даже знак поставили, что будет очень неровная дорога. Очень неровная. До этого все было ровно, оказывается. Это просто мы придирчивые. Кукуруза там зреет. Ёптить, колотить, куда ты, блин. Твою ж нахрен. Капец, прямо я еще и снимаю в это время. Я вообще-то хотела поле снять красивое. Лунтик уже хочет гулять, да. Да. Уже почти приехали. 1 минута осталась. Она твою шляпу сейчас наденет. Она твою шляпу переворачивает. Почти приехали. Ты такой уставший сидишь. Какой? Я жду приказа, когда кушать. Да. Можно. Можно? Да. Разрешаю. Как ловно, приятно. Да, у нас маленький перекус. Что быстро смогли сделать. Наконец-то мы доехали до нашей точки назначения. А здесь сейчас отдыхаем. А винцо мне налить? Розовенькое. Тя. Давай. Кушать можно же было уже. Ну, да, можно. Но я бы хотела винца чуть-чуть. Буквально вот треть. 3 бутылки. Нет, треть бокальчика мне хватит. Тут всякие живности летают. Бесючие европейские бутылки. Бесючие европейские бутылки. Все, хватит мне. Не надо много. Чисто символически. А за то, что хорошо доехали. За приезд. За приезд. На улице. Много еще за приезд на сегодня. Нет, ну мы это все не будем пить, конечно. Это, наверное, из-за весёлка свой допьём. Ты-ты. А, нос чешется. Пора пить. Смотрите, что покажу. Открывай. Там сидит Насекомое. саранча. Сейчас как взлетит. Ну как, удобно? Загорает в стуле у нас саранча. Да, собака у нас. И не собирается уходить никуда. Ну, чуть-чуть. Хочет?
А ты что бегаешь? Ты летать умеешь. Ты знаешь об этом? Да там птицы ест. Мне страшно. Ах, ты от птиц прячешься. Ты посмотри, какая зараза. Она не хочет улетать. И? Она на меня бежит. Задави ее. Задави ее. Дави, они плохие, они едят это, зелень, виноградники съедают. Задави ее. Она теперь вспомнила, что она летательная. Подожди, пусть ее Луна поймает. Ой, нас, кажется, закрыли. Наконец-то открыла. За саранчой. Где саранча? Кого ловили? Без меня. Ты посмотри. Что такое? Это вот от Аташки тебе. Да ну не прыгай ты на меня. Без нее что-то тут делали. А во втором стуле нету? Ты посмотри на эту заразу. А во втором стуле нету? Сюрпризов. Подлизуха. Еду просит нашу. А ну-ка иди отсюда. Что пришла сюда? Втиснулась, главное, в щелочку. Все, иди спать. Тебе еду насыпали, а ты ее не ешь. Иди давай. Все, иди спать. Спать Луна идет. Да, глупо, это будет свежее. Ты идите, а я буду печеньки свои есть. Ага. Иди давай. Иди спать. Втиснулась же в эту щелочку. Все, иди. Не попрошайничай. С другой стороны пойду, зайду. Все, иди спать. Давай, комнату. Давай, иди. Выгнали. Прекрасное утро. У нас улетел пакет на дерево. Вот он теперь там висит. Независимый пакет. Да, сильный и независимый. Он от нас отделился. Как его теперь оттуда снимать, никто не знает. Он там висит и шелестит теперь. Опять подлизуха здесь. Эй. А ну-ка пошла вон. Все, иди. Приходит попрошайничать. Иди спать. Все, иди. Уходи. Иди в комнату. Комнату. Быстро. Вот подлизуха. Свою еду не съела. Требует у нас. Сегодня очень тепло уже с утра. Вчера. Есть хоть немножечко ветерочек хороший такой. Сейчас на пляж, наверное, поедем плавать. Раннее утро, в виноградниках свет. Ветер играет с листьями, легкий привет. Кружка горячего кофе в руках. Собака рядом идет по дорожках в тени. Время течет, не спешит никуда. Солнце рисует мосты из тепла. Путь наш лежит через поля и луга. В сердце лишь свет и дорога одна. Встретим закат в деревне у холма, где пахнет свежим хлебом и травой. Собака у ног, мы вдвоем, я и ты. Мир — это просто набор красоты. Время течет, не спешит никуда. Солнце рисует мосты из тепла. Путь наш лежит через поля и луга. В сердце лишь свет и дорога одна. Каждый поворот, как новая жизнь. Каждый
каждый новый день подаренный приз, и мы остаемся в моменте сейчас, не думая о том, что ждет потом нас. Мы приехали на пляж. Здесь классно, мы выбрали место, где людей почти нет. Сейчас собаке оденет плавательный жилет, потому что она устает, когда плавает. И пойдем плавать. Сегодня очень жарко. Траву стригут так. Собака выбежала. Грязевые ванны. Иди плавай. Иди плавай. Сейчас зайдем с тобой. Да. Там ила много. До него добежала, там так мелко. Грязевые ванны? Блин, это такая вообще. Воды мало. Да, воды мало. Мы на таком пляжике, на диком, который не очень ухоженный. Здесь очень много ила. Но зато здесь можно с собакой спокойно побыть. Ага, там вон мелко сейчас. Воды мало, видите, как она ушла. А ила много. Ну, ил полезный. Мы сейчас не на таком, не на оборудованном пляже. А такой. Он ухоженный, но не платный. И сейчас покажу. Здесь стриженная травка, лавочки, мусорки. А там наши вещи, там наша машина, очень удобно. Вот тут как бы тут рядом начинаются яхты, парковка. И здесь как бы не запрещено. У ребенка тапки попадали во все стороны. Здесь хорошо, чистенько. Там вот дальше, там тоже выход к воде есть. Побольше людей, поэтому мы туда не пошли. Там мостик удобный и более удобный спуск в воду. Но мы подальше от людей специально, чтобы... Ну, люди боятся крупную собаку. Он пошел с ней плавать. В этом году ей жилетку купили, потому что она в прошлом году очень уставала. Я много с ней плавала. Она устает так много плыть. В этом году жилеточку ей купили, чтобы она не сильно так издыхала там. У нас у собаки истерика, требует опять в воду. Плавали, сколько мы плавали? Час, больше даже, по-моему, да? Вышли на сушу, и вот у нее истерика, она требует, чтобы ее опять повели в воду. Там вода, да. Люди идут купаться, она им завидует. Не утолкать ее вообще. Не утолкать эту заразу. Она требует, чтобы ее к воде пустили опять. Луна! Плохая девочка. Перегрелась и переплавала, походу. Ты зараза такая. У нее истерика реально от радости. Она не может смотреть, как только заходит кто-то в воду и ее распирает всю на части. Без нее кто-то купаться идет. Ну, видите, что творит? Истерит просто. Протест. Что? Легкий. Слегка перекусим и дальше пойдем. Угу.
слегка перекусим. Ну да, после купания в Балатоне слегка надо перекусить. Для сравнения, размер чебурека. Да, размер чебурека. Рука у тебя не маленькая, кстати. По сравнению с моей рукой. А у тебя, кстати, там острый перчик, ты знаешь? Очень острый. Окей. Да. Перчить будет немножко. Кушали сейчас в этом ресторанчике на высокой горе виноградной. Вот с таким вот видом шикарным. Там у них терраска. И оттуда красивый вид. Опа. Дядька вышел. Скажи, что вы тут разглядываете? Давай, лезь за виноградом. Дядька с вилами пришел, пора сваливать. Серьезный подход. Да. Я не полезу за виноградом. Ага. Я хотела его персики еще снять, а он сюда с вилами пришел. Ну, страшно. Вон какие у него персики. Если бы у меня были такие персики, я бы тоже с вилами ходила. Смотри, какие. Ну? Есть смысл с вилами ходить вокруг таких персиков. Правда? Да, виноградный навес. Смотрите, как красиво. Там виноград прям висит. Красота какая. Ну, сколько винограда. Прикольно, да? Такой навес. Виноградный навес. Делает тенек. Красота. А тишина какая. Ветер затих. Жарко. Жарко. Это, кстати, тоже был какой-то ресторанчик раньше. Сейчас что-то он зачах, заглох. На собаку надели обувь, чтобы она могла ходить. Иди тут. По горячему асфальту, если вдруг придется. Собака учится ходить. Задом. Заново. По-моему, у нее неплохо получается. Только она от меня не отстает, она мне жалуется. Молодец, пойдем. Вкусняшку дам за это. Поскакала. Она теперь скачет. Ай, в сапожках новых. Топ-топ-топ. Лежать. Хорошо, стоять. Стоять. Собака в сапожках. Собака учится ходить. Нет. На тебя. Нет. Сядь. Зайка. Да. Зайка в сапожках. Чего моя хорошая, смотри, палочка. Ты зайка. Сейчас. Топ-топ-топ. Она так высоко ноги поднимает. Иди сюда. На место. Где мама? Иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне, иди сюда. Они не сползают с нее, нет? Лапочка. Привет. Лапы в варежках. Вот такие. Это чтобы ножкам не было жарко по асфальту горячему. Лунтик, ты готовишься по Венеции гулять? У меня хорошая девочка. Да. Дай 5. 5. Спешит никуда, солнце рисует Задние ноги так высоко поднимает, когда идет. Путь наш лежит через поля и луга, в сердце лишь свет и дорога одна. Каждый поворот, как новая жизнь, каждый новый день подаренный приз, и мы остаемся в моменте сейчас, не думая о том, что ждет потом нас. Пусть этот путь будет
снова вернемся, но знаем одно: в сердце останется лето одно. Разве лето одно?